Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Татьяна Нарушева, я репетитор по математике. И в этом видео речь пойдет об уравнениях. Мне бы хотелось сейчас снять одно видео за другим по типам рациональных уравнений. Начну я с симметрических уравнений. Это уже не такие известные для общего круга детей, да, уравнения. Но мы немного поговорим о том, как систематизировать свои знания. То есть каждая тема требует сейчас от вас уже вот в этих старших классах, кто-то уже накануне ЕГЭ, требует систематизации. То есть у вас должна быть тема, и очень четко все в этой теме, не чтобы какая-то там каша, такая масса, это куда относится, непонятно. Вот есть у вас тема графики. Вы должны знать конкретно по полочкам, какие графики вам известны, как называются функции, как называются графики, как они выглядят. И общую схему, за что отвечают коэффициенты. Там есть какая-то перекличка между ними. Можно понять это. То есть проходите графики, разложили по полочкам все конкретно. Проходите сейчас уравнения. Мы можем немного поговорить о простейших, я не буду сейчас их решать, но немного разложить по файлам, по полкам, как хотите, что вы должны в этой теме, как вы должны ориентироваться. Итак, вот тема уравнения. Первое, с чего начиналось знакомство с уравнениями, это линейное уравнение, начальная школа у нас, да, когда x в первой степени. Тогда вы, недолго думая, видите уравнение, вы даже его как бы не называете для себя, не выбираете, уже настолько на автомате они решаются, что x влево, числа вправо, там скобки раскрыли, перенесли и в итоге нашли значение переменной x. Дальше квадратное уравнение. Здесь тоже уже столько их решали в разных видах. И на множители раскладывали квадратные трехчленные, графики строили. То есть сразу на ум приходит, как решать дискриминант. Если оно не полное, там какие-то свои способы вспоминаются. Но это тоже уже отработано на автомате. Далее, после квадратных уравнений, я иду пока по целым уравнениям, это уравнения, которые решаются методом замены переменной. И вот там эти, как бы, они квадратные, но есть такие выражения, которые вы уже видите, вы можете их заменить и получить уравнение с другой переменной. X у вас уходит, появляется новая переменная, но вы сразу, разглядывая уравнение, видите, какие выражения можно заменить и как бы сократить запись уравнения. А вот те уравнения, которые мы рассмотрим сегодня, это будут уравнения, в которых надо какие-то хитрые действия сначала сделать, и только потом вы увидите эту замену. И вот здесь, каким образом нужно это выучить для себя? Уже нет десятков и сотен этих квадратных уравнений, которые вы прорешали. Вот на эти примеры их уже не будет. В принципе, их не так много встречается. И тем более на практике, ну вот их прошли как бы и оставили. Как их запомнить? Вот вы сейчас будете со мной разбирать уравнения. Первое, что нужно сделать, это внимательно рассмотреть все числа, которые входят в это уравнение. Рассмотреть и коэффициенты, и степени переменной. И вы должны его узнать. Как вы узнаете квадратное, просто взглянув на него, так вы будете узнавать уравнение нового типа и для себя в голове говорить, вот это симметрическое, потому что я вижу то-то, то-то. Вот это возвратное, потому что вот я вижу такие, например, числа, такие степени. И выполняются такие-то условия. Если это симметрическое, сразу вы должны запомнить будете этот метод, который нужно выбрать именно для этого решения, для решения этого уравнения. Опять же, как запомнить? Сегодня разобрали, завтра, послезавтра выписали себе это уравнение и попробовали решить заново. Как слова иностранные. Нужно повторить еще раз решение. То, что вам понятно сейчас, не значит, что осталось в вашем файле, шкафчике на полочке. Это не значит. Вы должны это восстановить заново. И выпишите себе то, что вам нужно повторить через несколько
месяцев, через некоторое время, выпишите эти уравнения, прямо весь вот этот пример куда-то на листочек, что это надо будет повторить. Как оно называется? Напишите там страницу, нумеруйте тетради, где вы это решаете, чтобы у вас была система какая-то. Можно заводить по уравнениям отдельную тоненькую тетрадь, чтобы вы видели это уравнение. Тетрадочка это графики, тоненькая, не надо писать все в одну кучу, в одну толстую тетрадь, когда вы потом ничего там не можете найти. По заданиям можно, по темам себе сделать вот такую как бы библиотеку свою, пронумеровать страницы, пронумеровать задания. Если вы решаете какую-то книжку, рядом пишите страницу, в какой тетради это было. Ну, у меня обычно это такая схема, иначе бы я ничего не могла быстро найти в этих решениях. А решать вы должны очень много сейчас. То есть насколько плодотворно вы подготовитесь, и это вот сейчас ваше решение, ваши действия, сколько вы времени посвятите этому всему. И систематизация – это вот то, чем вы должны сейчас заниматься. Прошли что-то новое, поняли в какой-то теме и разложили для себя по этим полочкам в этой теме. Потому что когда это какая-то каша туда-сюда, непонятно откуда, тогда непонятно ничего. Вспомнить это очень трудно. Итак, первое, что мы делаем, это симметрические уравнения. Биквадратные я не касаюсь, это уже было более-менее изучено. Запоминайте числа, запоминайте названия, запоминайте алгоритм, проговаривайте для себя. Через несколько дней повторяйте и через несколько месяцев опять повторяйте. Видео будут выходить подряд, то есть сегодня мы рассматриваем симметрические, завтра мы рассматриваем возвратные, и будут они разложены в плейлист, наверное, целое уравнение или рациональное уравнение я назову. Итак, присылайте еще свои вопросы и пожелания. И если вы хотите задание получить по этим рациональным уравнениям, вы можете написать мне на почту, я вам вышлю подборку этих уравнений на вашу почту, вы порешаете вместе с ответами. Итак, приступим. Так, значит, симметрические уравнения четвертой степени. Посмотрим внимательно на коэффициенты и на степени. Степень переменной x уменьшается, начиная с четвертой. Четвертая, третья, вторая, первая и здесь нулевая. То есть если какой-то x в какой-то степени отсутствует, значит это уже нет уравнения, не симметрической четвертой степени. Дальше, что происходит с коэффициентами? Коэффициент а у четвертой степени и у нулевой. Дальше коэффициент b у третьей степени и у первой. Причем, посмотрите, они не обязательно должны быть одних знаков. То есть здесь у нас плюс, тут могут быть разные знаки. И какое-то число еще в середине, у х квадрат. Как решается такое уравнение? То есть вы себе говорите, ага, это симметрическое уравнение четвертой степени, я выбираю такой-то метод решения. Х равный нулю не является корнем уравнения. Значит, мы можем поделить на х квадрат. Давайте посмотрим, что у нас получится. Поделим на х квадрат не равный нулю. Мы получаем ах квадрат плюс, те слагаемые, у которых у меня одинаковые коэффициенты, напишу рядом. А разделить на х квадрат плюс bx куб разделить на х квадрат остается bx плюс bx разделить на х квадрат остается b делить на х и плюс c равно нулю. Вынесем коэффициент а. Остается в скобках х квадрат плюс, тут знак может быть такой, плюс единица на х квадрат. Выносим b, остается х плюс единица на х и плюс c равно нулю.
На самом деле в объяснительных каких-то пособиях, где объясняют решение, там вообще в коэффициентах выводится сразу формула. Но я думаю, это не очень понятно. Мне кажется, более понятно, когда я вам покажу, как работать с заменой. Не формулу с коэффициентами сразу готовую, что нужно сделать, а все-таки как более подробно решать. И вот вы видите, что у вас выражение похожее, но тут вторые степени, а тут первые. Что мы сделаем? Видите, после некоторых действий у нас вырисовывается замена. Мы заменим x плюс единица на x на новую переменную t. А как же нам получить квадраты? Мы возведем квадрат. Мы получим здесь x плюс единица на x. Не забываем, что это будет квадрат суммы. И раскрыть нужно будет по формуле. То есть мы получаем x квадрат плюс удвоенное произведение первого выражения на второе и плюс второе выражение в квадрате. Здесь у нас правая часть тоже возводилась в квадрат. Что здесь происходит? Иксы сокращаются. Вот у нас плюс 2. Так, ну что у нас тут? Минус я опять потеряла, как бы для плюса только делала. Тут может быть плюс-минус. Итак, тогда мы можем оставить x квадрат плюс единица, деленная на x квадрат в левой части, а t квадрат оставить в правой, перенести сюда минус плюс 2. Вот таким образом будет происходить дальнейшая замена. То есть выражение вот здесь в скобках заменится на t, а выражение в первой скобке заменится на t квадрат или минус 2 или плюс 2, в зависимости от того, какой у вас был тут знак. Вот у нас замена. И вот. Опять же, повторюсь, вы должны сначала узнать это уравнение и вспомнить метод решения. Также понимаете, что, например, коэффициент когда-то может быть перенесен сюда, и вы должны его вернуть сюда обратно, то есть привести к стандартному виду. Давайте рассмотрим конкретный пример. Перед нами уравнение. Мы смотрим. Думаем, что же нам тут предложили. Смотрим степени. 4, 3, 2, 1, нулевая. Коэффициенты 2, 3, минус 3 и минус 4. Мы себе делаем вывод. Ага, это уравнение симметрическое, как бы коэффициенты у нас симметрично относительно центра, да, идут по степеням. И выбираем такой метод. Мы делим на x в квадрате, не равный нулю. Поделим на x в квадрате, не равный нулю, потому что x равный нулю не является корнем. Как подставить? Проверить. Вы подставляете 0 и получаете, что 2 равно нулю. Так, четкости нет, резкости. И получается неверно. 2 не равно нулю, значит x равный нулю не является корнем. Делим на x квадрат. Получаем 2х в квадрате минус, здесь делим, так, нет, вот, плюс 2 делить на x квадрат, плюс 3х минус 3 делить на x и минус 4 равно нулю. Выносим 2, будет х квадрат плюс единица на х квадрат. Выносим 3, будет х минус 3 минус 1 делить на х минус 4 равно нулю. Замена. Х минус 1 делить на х равно t. Возводим в квадрат обе части уравнения. Получаем х квадрат минус 2 на х на 1 на х, подробно сделаю, на 1 на х квадрат равно t квадрат. Дальше х квадрат минус 2 плюс единица на х квадрат равно t квадрат. То есть х квадрат плюс единица делить на х квадрат равно t квадрат плюс 2. То есть вместо этого выражения пойдет t квадрат плюс 2, вместо этого пойдет просто t. Что у нас получится? 2 умножить на t квадрат плюс 2 плюс 3t и минус 4 равно нулю. Раскрываем скобки, получаем квадратное уравнение.
2t квадрат плюс 4 плюс 3t минус 4 равно нулю. Опа, она у нас не полная квадратная. t, 2t плюс 3 равно нулю. Отсюда t равно нулю. И t равно минус 3 вторых. Я пока оставлю минус 3 вторых. Еще раз замену сейчас запишу. Замена у нас была. Выражение x минус 1 делить на x мы заменяли на t. Значит, теперь мы вместо t подставляем те значения, которые у нас найдены. X минус единица на x равно нулю. И x минус единица на x равно минус 3 вторых. Что у нас здесь получается? X квадрат минус 1 делить на x равно нулю. То есть x квадрат минус 1 равно нулю, x не равен нулю. Это у нас в системе. То есть отсюда x равен плюс минус 1. Вот у нас корни получились. И решаем здесь. Переносим влево. Это дробное уравнение. Переносим 3 вторых влево. Домножаем, приводим к общему знаменателю. Общий знаменатель у нас 2х. Сюда у нас пойдет 2х квадрат минус 2 и плюс 3х равно 0. И у нас получается это уравнение дробное равносильно системе, что 2х квадрат плюс 3х минус 2 равно 0, и х не равен 0. Квадратное уравнение нужно решить. Дискриминант у нас будет 9 плюс 4 на 2 на 2. 9 плюс 16 это 25. Это 5 в квадрате. Тогда х первый будет равен минус 3 плюс 5 делить на 2а, то есть на 4. Это 1 вторая. И х второй будет равен минус 3 минус 5 делить на 4. Это будет у нас минус 2. Вот у нас еще корень. И вот у нас получилось 4 корня. Так, сейчас я даже проверю, посмотрю ответы. Это у нас 3,22а плюс-минус 1, минус 2 и 1 вторая. Все у нас получилось. Почему 4 корня? Ну, потому что уравнение четвертой степени, оно может иметь 4 корня, 3, 2, 1 и не иметь корней. То есть самое большое количество корней у нас 4. 1 вторая и 1. Все. Это было симметрическое уравнение четвертой степени. В следующем видео будет новый вид. Всего доброго, успехов в подготовке.